Мы приезжали лишь на время, но изменились навсегда. Все и каждый миг здесь проведенный мы пронесем через года. Мы пронесем через года. Я Жанна Дарк, мужа Мария, и посол Республики Руанда в Российской Федерации и Беларусь. Руанда – небольшая, но очень интересная и живописная страна африканского континента. Это самое густонаселенное государство Африки с богатой историей, культурой, яркими национальными традициями. Славу этой миниатюрной стране принесли удивительные озера и уникальные природные заповедники. За характерный ландшафт Руанду называют «землей тысячи холмов». Возможно, поэтому героине сегодняшнего интервью так легко удается покорять карьерные вершины, ведь в своей жизни она прошла путь от простого лаборанта до посла своей страны. В 2013 году я здесь, как посол. Зато раньше я была здесь, как студентка. В 1997 году Жанна Дарк окончила факультет физико-математических и естественных наук Российского университета дружбы народов. Этот прославленный вуз объединяет знанием людей разных культур и тем самым воспитывает лидеров, которые делают мир лучше. Биография нашей героини тому яркое подтверждение. Что простой девочке Жанне дало возможность поехать учиться в другую страну? Особый успех в школе дал мне возможность приехать в Россию учиться. Когда мы учились в школе, мне всегда преподавательница сказала, что математика, физика, химия – это для мужчин. И я не согласилась с ней. Я хотела доказать, что я могу тоже делать химию. Поэтому в школе я выбрала биохимию. А после школы я выбрала самые сложные профессии. Физика, химия. Это не потому, что я любила физическая или химическая наука. Я хотела доказать, что женщины тоже могут. Была ли возможность поехать учиться в другую страну? И почему вы поехали учиться именно в Россию? Была возможность, чтобы я поехала во Францию. Почему-то я выбрала Россию. Советский Союз. Потому что Советский Союз была же такая огромная страна, что мне хотелось быть в Советском Союзе. Жанна, а какое самое первое впечатление о России? Самое первое впечатление, что все говорили на языке, который я не понимаю. В аэропорте я была одна, единственная африканка, а все другие были европейские. В гостинице, где у нас был транзит, был вахтер, с которым я не могла разговаривать, потому что он не понимал на французском или на английском, он только на русском. А он видел один африканец из Буркина-Фасо. Он его позвал, чтобы он знал, откуда, что я хочу. Вот первый человек, с которым я могла разговаривать. Он был из Буркина-Фасо. По долгу службы вы посещаете Министерство иностранных дел и наверняка общаетесь с министром Лавровым. А на каком языке вы общаетесь? О, да. В Министерстве иностранных дел России я как у себя. Даже когда я звоню, что я хочу встретиться с замминистром, это не занимает долгое время, потому что они говорят, она наша Жанна. Значит, я в Министерстве иностранных дел чувствую себя как у себя. Мне не нужно подумать, как я буду что-то сказать
господин Лавров, я сразу на русском языке, иногда даже какие-то юмор на русский язык, чтобы он понял, что у меня не только русский язык, у меня русский культура тоже. Да. И с министром Лавровым мы очень хорошо разговариваем по-русски. В момент, когда вы вручали верительную грамоту президенту Владимиру Владимировичу Путину, вам тоже удалось поговорить с ним, и тоже на русском. Он удивлен был. Ты знаешь русский язык? Я сказала, да. Господин президент, я ваша студентка. Он сказал, наша студентка? Я сказала, да. Я училась здесь тогда, когда... мы продолжали разговаривать по-русски. Он мне дал больше времени, чем другим. Потому что это русский язык. Вот один плюс знать русский язык. Вы прекрасно владеете 3 языками и отлично говорите на русском. А на каком языке вы думаете? Иногда я думаю по-русски и отвечаю на английский или на французский. Даже когда я была на родине, я не использовала русский язык. Зато, если что-то меня спрашивает, которое касается того, что я училась в университете, я всегда думаю по-русски. И отвечаю на другие языки. А для вас в чем отличие русского языка от других? Я думаю, что русский язык очень хороший для юмора, для театра, для искусства. Руанда, сердце Африки, температура 25-30 градусов. И тут вы приезжаете в Россию, где холодно, где мороз. Вы готовились к этому? И как вас встретила Россия? До того, как я приехала, я знала, что Россия была очень холодная страна. Я себе не представляла, как холодная была, потому что все мне сказали, что это как в холодильник. Я себе не представляю, как я буду жить, где температура меньше, чем в холодильнике. А, кстати, я видела, что это даже намного меньше, чем в холодильнике. А потом в январе, представляете, у нас было минус 30. И я сказала, боже мой, как же они живут? А мне сказали, что зима будет до апреля. Я сказала, как же русские живут? А потом я поняла, почему русские люди развивались и очень сильно развивались, потому что иначе они бы не могли жить в таких условиях. Минус 30. Я помню, когда нас все провожали в ГУМ, чтобы мы выбрали одежду для зимы. Потому что государство, Советский Союз, нам дал одежду, пальто, обуви, сапоги, шапки. Нам дали все то, что нужно было, чтобы выжить во время зимы. А для зимы, конечно же, лучше всего подходит шуба. И в гардеробе любой русской женщины шуба занимает особое место. Смотрится красиво шуба, русская шуба. И иногда даже мои подруги, которые живут в других странах, они хотят, чтобы я им подарил русские шубы, потому что они думают, что везде можно найти русскую шубу за меньшую цену. А они не знают, что это стоит. Это стоит автомобиля.
Жанна, я знаю, вы часто бываете в своем родном университете, встречаетесь с Владимиром Михайловичем Филипповым, ректором. А мне интересно самый первый ваш визит, когда вы уже стали министром, послом, когда вы добились в жизни очень высоких результатов. Вот эта первая встреча, какая она была? С кем из преподавателей вы виделись? И что сказал ректор? Первая встреча с ректором, он вспомнил, что он был мой декан на физмат, потому что он тоже математик тоже. Так что он вспомнил, и я думаю, что он гордится мной, что я являюсь его студенткой. И, конечно, он часто меня приглашает в разные мероприятия в университет. И я туда с удовольствием, потому что это для меня родной университет. Конечно, хорошее впечатление, когда ты вернешь в родной университет и встретиться с твоим преподавателем. К сожалению, своих руководителей нет с нами. Хотя я видела свои разные преподаватели, которые мне преподавали, когда я была еще маленькая. И я сумела им доказать, как я благодарна им за кто я сегодня. Потому что университет мне дал, кто я сегодня. И я благодарна Российской Федерации. В РУДН вы получили не только образование, но и встретили своего мужа. А вы помните, как это было? Он был студент РУДН. Он был такой серьезный, отличник. А кто-то мне сказал из подруг, из Руанды, что один из наших сказал, что он любит только тебя. Я сказала, как только меня? Откуда он меня знает? Потому что он приехал в 1987 году, я приехала в 90-м. А потом я шла на улицу и вижу, руандийцы сидят и разговаривают. Я пошла здороваться с ними. Их было где-то человек 6-7. И представляете, все 6 ушли. Я осталась с ним только. А мы начали разговаривать. А вот тогда он мне сказал, что меня любит. Ну, мы знаем Жанну Дарк, министра. Мы знаем Жанну Дарк, чрезвычайного и полномочного посла. Я знаю Жанну Дарк, маму. Да, я матери троих детей. У меня мальчик 16,5, а дочка 15, а еще дочка 13. И они здесь со мной живут. И муж тоже со мной живет и преподает в РУДН как физик и математик. Он преподает за любви к России и к стране, которая дали ему образование. Расскажите о своих детях. Дети хорошо учатся. Они учатся здесь. У них русский язык как урок 2 раза в неделю. А у сына есть много друзей русских, с которыми он играет в баскетбол и футбол. Кем они хотят стать? Сын хочет стать инженером искусственного интеллекта, а дочка вторая хочет стать дизайнером. А
Своя последняя дочка хочет стать педиатром. Она хочет лечить детей. Вы один период были министром образования Руанды, потом были послом Руанды в России. Но я знаю, что до сих пор продолжаете продвигать именно идею образования и большое внимание уделяете студентам, руандийцам, которые обучаются в России. Когда я приехала как посол в Россию в 2013 году, у нас было меньше, чем 10 студентов во всей России. А сейчас у нас 97. Не только в Рудене, во всех университетах Российской Федерации у нас руандийцы, которые учатся там. В этом году мы получили 15 квот учиться в России. И на магистратуре, и на бакалавре, и в аспирантуре тоже. И у нас не только студенты, которые в обычном образовании, у нас и военные студенты, офицеры, которые учатся в России, наши офицеры. Так что мы ценим российское образование. Миссия посла продвигать в том числе и историю, культуру своего народа. Я знаю, что вы много внимания уделяете этому вопросу и даже привозили ансамбль из Руанды, который выступал в этномире. Мне очень нравилась идея этномира. Создать такой многообразный культурный центр. Вот поэтому в 2015 году мы пригласили наш национальный культурный ансамбль в Россию, чтобы показать нашим друзьям россияне, какой у нас культура. Вы занимаетесь еще и общественной работой и являетесь членом попечительского совета Всемирной ассоциации выпускников. Расскажите нам об этом. Другая ассоциация, которая мне в сердце, потому что когда я слушаю, что создается Всемирная ассоциация выпускников России, я сказала, вот это да, нам не хватает вот это. Потому что нам не нужна только ассоциация выпускников какого-то университета, нам нужно всемирное, потому что Россия дала образование всему миру. Выпускники Российской Федерации занимаются в Руанде разных больших должностей, как министр, генеральный секретарь министерства, у нас генеральный директор. Все те, которые закончили и в Советском Союзе, и в России, их зовут русские. Например, нас много Жанна. И когда они хотят сказать, какая Жанна, они имеют в виду, они говорят, Жанна русская. Значит, это я. Я хочу пригласить даже все члены ассоциации посетить Руанду, чтобы вы могли поручить, что сказать наших выпускникам. Посетить наш народ, посетить и узнать о нашей культуре, как совпадает с вашей культурой. Приезжайте в Руанду и будем вам угощать блины, больше будем готовить. И, конечно же, я буду пригласить руандийцев в Россию, чтобы они знали та страна, которую
мы называем «Великая Россия». Вопрос к Жанне как к химику. Если сравнивать отношения России и Руанды, как бы вы это описали химическими элементами? Мы должны быть как соль мира. Вы понимаете, что такое соль? Соль. Это как натрий и хлор. Потому что, вы знаете, натрий отдельно опасно, и хлор отдельно опасно. Когда вместе, они дают такого вкуса, который нужно всем, и который все женщины используют на кухне. И которые женщины и мужчины, кстати. И Россия и Руанда, как они вместе сидят в ООН, пусть они вместе продолжают в развитии мира в мире.